Всем привет! Я сейчас нахожусь на Терезин-Визе, и сегодня я хочу рассказать немного про историю этого места и про историю Октоберфеста в частности. Я искала историю этого места, потому что меня заинтересовала большая открытая площадь, и я не знала, что здесь происходит и происходило, поэтому я смотрела историю этого места. Я изначально не хотела записывать видео про Октоберфест, но так оказалось, что история местности непосредственно связана с этим фестивалем. Все началось с того, что поставленный Наполеоном во главе Баварии Максимилиан I нуждался в том, чтобы показать подданным, что он баварец, он с народом Баварии во всех радостях и горестях. И ему выпала прекрасная возможность показать это. Свадьба кронпринца Людвига, который позже стал королем Людвигом, и принцессы Шарлотты Луизы Фредерики Амалии Саксен-Гинденбург-Хаусесской, которая состоялась 12 октября 1810 года. Само празднество проходило 5 дней по всему городу, и народные гуляния завершились именно здесь, на лугах перед воротами города. С того времени эти поля стали называться Терезиен-Визе, то есть луг Терезы. Церемония закрытия 15 октября включала лошадиные бега. Жители смотрели на скачки с временных трибун, пили пиво и вино. Единственным зданием на лугу был королевский павильон перед трибуной. Сначала Октоберфест проводился в частном порядке, и с 1819 года управление было передано городскому совету. Говорят, что именно в 1819 году конные скачки заменили на торговлю пивом. Фестиваль был местом для самоутверждения и самопрезентации, и в какой-то степени популярность принца-регента основывалась на его выступлениях на Октоберфесте. Начиная с 1825 года Людвиг I использовал торжества для представления своей династии. Он планировал важные мероприятия на время Октоберфеста, а иногда даже устраивал их на Терезиен-Визе. В 1832 году тут принималась греческая делегация с сыном Людвига I, королем Греции Отто. В 1835 году праздновалась серебряная годовщина свадьбы. В 1842 году во время фестиваля отмечалась свадьба наследника Людвига Максимилиана и Марии, принцессы Прусской. И только в 1847 году Людвиг I не посетил Октоберфест. При следующем короле Максимилиане II фестиваль продолжал развиваться. В 1850 году была установлена бронзовая статуя Баварии. Через 3 года Лео фон Кленце построил за статуей зал славы с галереей бюстов выдающихся деятелей Баварии. Погода в Мюнхене осенью довольно неустойчива, и поэтому с 1872 года впервые Октоберфест перенесен на вторую половину сентября. И единственным обязательным условием является то, чтобы последнее воскресенье праздника припадало на октябрь. И сейчас, если дата окончания Октоберфеста выпадает на 1 или 2 октября, его продлевают до 3 октября, Дня объединения Германии. В период с 1885 по 1901 год была произведена электрификация Терезиен-Визе. Ряд работ выполняла небольшая мюнхенская фирма братьев Германа и Якоба Эйнштейн, торгующая электрооборудованием. Говорят, что юный Альберт Эйнштейн собственноручно вкручивал лампочки в одной из пивных палаток. В 1887 году луг Терезы находился за пределами Мюнхена. Ближайшие ворота старого города находятся в 1,5 километрах от этого места. Именно в 1887 году хозяева палаток и аттракционов впервые совершили совместный выезд из города на луг, чтобы вместе открыть праздник. С тех пор шествие хозяев пивных палаток является официальным открытием праздника. Также открытие сопровождается костюмированной процессией, оркестром и празднично украшенными упряжками. С окончанием монархии один из важнейших символических аспектов Октоберфеста прекратил свое существование – самопредставление и празднование королевской семьи. Толчком к возрождению праздника послужили ассоциации стрелков. В 1919 году на Терезиен-Визе состоялась торжественная демонстрация меткой стрельбы, сопровождавшаяся скромным осенним фестивалем Herbstfest. В 1921 и 1922 годах Октоберфест был официально возрожден. В
В 1935 году пышно праздновался 125-летний юбилей фестиваля. Идеологические речи свидетельствовали о братании фермеров и горожан. Процессия фестиваля состояла не только из местных костюмерных групп и стрелков, но содержала значительные делегации в форме национал-социалистов. Год спустя цвета Баварии и Мюнхена были полностью запрещены. Процессии стрелков и костюмерных групп были объединены, а пивоваренные заводы были обещаны гарантировать согласованный вход барменам. Гравийные дорожки, которые вели к месту проведения фестиваля, были вымощены. Когда в 1939 году началась война, Октоберфест был приостановлен на самое долгое время в истории. Только в 1940 году на выставочной площадке на улице Мартина Грайфа состоялось небольшое мероприятие. В 1946-48 годах отмечались более мелкие Herbstfeste. 16 сентября 1950 года мэр Томас Уимер, открывая Октоберфест, придумал выражение «О, запт из», что с баварского означает «откупорено». С тех пор он стал традиционной фразой, используемой мэром на каждом Октоберфесте. 26 сентября 1980 года во время Октоберфеста был совершен террористический акт. В урну подбросили взрывное устройство. Погибло 13 человек и более 200 посетителей пострадало. Террорист также погиб во время взрыва. Рядом с Терезиен-Визе установлен мемориал-памятник жертвам теракта. Сегодня, несмотря на присутствие видных политических лидеров и высокопоставленных лиц, Октоберфест больше не является местом представления династии или городской элиты. В настоящее время обычные посетители находятся в сердце празднества. Это те, кто ищет коллективного расслабления, получения удовольствия в пивной палатке, развлечений в парке аттракционов и веселого времяпрепровождения. В этом отношении Октоберфест наконец-то стал тем, для чего он был назван в самом раннем документе – народный праздник. Аттракционы – важная часть Октоберфеста. Первое колесо обозрения появилось в 1880 году и было высотой 12 метров. С 1978 года его заменили на 50-метровое. Имеются также американские горки, игры и традиционные баварские парады. Блошиный цирк, который присутствует на Октоберфесте более 50 лет. Площадь Терезиен-Визе – 420 квадратных километров. Во время Октоберфеста она занята полностью. В течение года луг используется для других менее масштабных мероприятий. Зимний фестиваль Толвуд. Основной напиток здесь, конечно же, глинтвейн, глювайн. Весенний фестиваль Frühlingfest, для которого варят специальное красное пиво. Самый большой блошиный рынок в Германии, который проходит в апреле. Раз в 4 года проходит сельскохозяйственная выставка. Также тут проходят концерты и цирковые представления передвижных цирков. Добавить, что сейчас вокруг Терезиен-Визе проходит аллея, на которой есть места для отдыха, места, где можно поиграть с детьми, настольный теннис и вообще красивое место. Это как мини-парк, и мне здесь очень нравится. В следующей части я хотела бы рассказать вам о законе о чистоте пива, о тех пивных марках, которые представлены на Октоберфесте, и кратко об их истории тоже. Всем до новых встреч!